Друзья, всем привет! Артур Апасика на связи. Сегодня покажу вам ролик о отводке, о самом быстром отводке. Этот отводок мне показал товарищ, скажем так, пчеловод Саша, односельчанин мой. Они с отцом занимаются, с дядей Сережей, пчелками. Вот, отводок простейший, самый быстрый. И расскажу вам пару моментов о том, когда вы сделаете уже отводок, как вывести себе сильную матку. Информацию эту я получил тоже от пчеловодов, уже не помню от кого, но способ действующий. Вот, то есть матки получаются очень хорошие, сезон отрабатывает отводок на ура. Ну, в общем, все в видео, так что поехали, друзья. С этой семьи я делаю в данный момент отводок на усиление слабышей, но этот отводок, скажем так, универсален, и его можно сделать просто как индивидуальный. Что ж, первым делом, что нам надо сделать, это найти матку. Пчелы уже хорошенько тянут нектар. Сейчас цветут яблони, доцветают уже сады. И вот первая рамочка, которая хорошо, с одной стороны, уже залита нектаром. Эту рамочку мы оставим в семье. Вообще, для своих отводков я выбираю чаще всего медово-перговую рамочку. Стараюсь, чтобы там было и перги, и меда в достатке. И таких рамочек нам надо для отводка 2. Но если как там уже сложится ситуация, то можно взять и одну рамочку такую. Потом, если с одной кормовой рамкой, в такой ситуации отводок придется какой-то период подкармливать медовым сито. Что ж, матку мы нашли, и это у меня прошлогодняя маточка. Сейчас я ее хочу пометить и оставлю в этой семье. Но если вы делаете отводок и по какой-то из причин не нашли матку, вам главное поровну разделить расплод и еду, чтобы в семье осталась и кормовая база, и расплод. И в отводок отвести равную часть расплода, открытого и закрытого. Ну и естественно это тоже корма. То есть матку не принципиально отыскивать, чтобы она четко была где-то там или в семье, или в отводке. Чем мне этот способ и изначально был понравился, то что этот отводок может сделать даже такой начинающий пчеловод, как я. И не особо заморачиваться по поводу поисков маток, потому что поначалу маток отыскать очень тяжело. Для меня, по крайней мере, первый год моей пчеловодной деятельности было тяжеловато отыскивать маток на рамке. В данной ситуации я нашел матку, потому что у слабышей есть уже своя маточка, которая работает у них на рамках. Что ж, эту маточку мы пометили, мы оставляем ее в семье. И теперь наша задача отобрать открытый расплод и закрытый расплод. И немножко взять кормов с этой семьи, дабы отводку было что кушать на первых порах, пока у них не появится летная пчелка. По итогу, друзья, у нас получаются
безматочный отводок. Состоит он из двух кормовых по флангам, с рамочки с закрытым расплодом и с рамочкой с открытым расплодом. Это у меня уже готовый отводок. Эти все отводки я делал 2 мая. Это мой уже 3-й опыт в этом году делать отводки в начале мая. И все эти отводки получаются очень хорошими. Они пропускают весенний медосбор, но зато набирают силу на основном летнем медосборе. Друзья, вот о чем я имел в виду. Сейчас я их... Вот видите, у меня рамочка. И посередине я оставил маточник. Вот с этого маточника должна, по идее, получиться самая качественная матка. Сейчас объясню почему. Я вам покажу то, как я получил эту информацию. То, что при засеве матка начинает сеять от середины и идет по краям. Я сам начинающий пчеловод, так что утверждать то, что лучшие личинки находятся именно в этой части, не могу. Если видео смотрит человек, который знает, в чем причина, то можете объяснить или написать мне в комментариях под видео. Но то, что это действует, то, что да, маточники получаются, точнее матки получаются со серединки рамки, хороший сев от бруска до бруска, и как бы жаловаться не на что. Ну вот, в принципе, все, чем я хотел с вами поделиться, друзья. Ставьте лайки, пальцы вверх, пальцы вниз, кому как удобно. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Артур на канале Артура Пасека. Всем пока-пока.